Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике ресторан, уже который у нас был. Но он был, ребята, 5 лет назад примерно. С тех пор они закрывались, открывались, проводили какую-то реновацию. Поэтому, считай, мы сейчас приехали просто в новый ресторанчик. Называется он Веспа. Находится на основной вот этой дорожке, которая ведет к Лотте-Марту. Это улица ресторанов и продуктов. Давайте проверим это заведение. Как они изменились с тех пор. 5 лет прошло. Ну и что ж, господа, начнем выгребать потихоньку у них все из аквариума. А именно, заказали уже мидии, креветки. Креветки у нас, кстати, еще и сашими будут. В данном случае креветки на пару, на пиве приготовлены. То есть на пиве, которое испарилось. Я не знаю, зачем они это делают. Ну ладно, пускай как есть, так и есть. 155 тысяч донгов стоит это блюдо. Прежде всего, заценить саму креветку, размер которой вполне себе нормальный. И чистится она, да, достойно. Черт побери, в конце концов, у них здесь есть аквариум, поэтому даже если креветка сдохла, то она все равно не замороженная. И да, я уверен, это отличная креветка. Макаем в соус, как обычно, и пробуем. Семь креветок. Хороших, хрустящих, замечательных креветок за 155. Размер, кстати, вполне себе приличный, как вы видите. Без разговоров. Единственное, что могу сказать, ну я креветку чувствую. Никакого пива, конечно же, я не чувствую. Ну да и ладно. Это просто маркетинговый ход. Давайте пробовать мидии. Базилик, мидии. Вот так. И можно чуть-чуть бульончика. Вот эту вот траву, к которой она цепляется, взяли, убрали. И вот так в рыбный с остротой. Вот она. Я бы даже сказал так. Вот я съел крупную, и я бы эту крупную еще где-то, ну, минутку бы подержал. То есть они прям молодцы. Они в этом плане приготовили на грани. Они не допустили момента, что это переготовится, свежесть какая-то, сочность потеряется. Мидия огонь. Давай вот какую-нибудь, где поменьше размером. Ну вот, например, вот эту, да. Вот она помельче. Ну да, прям на грани. Чуть меньше подержи, она была бы сырая. Чуть больше подержи, было бы самое то. А они где-то вот такую грань оставили в середине. На мой взгляд, даже чуть-чуть сыровато, я бы сказал. Роман, попробуй штучку, скажи свое веское, авторитетное мнение. Ну, потому что это первый раз, где я встречаю, что морепродукт, даже на мой взгляд, не додержали чуть-чуть. Им бы буквально еще минутку, там, две подержать ее. Базилик. И соус. Да. Соус огонь. Это с лемонграссом, это с базиликом, это со свежестью мидий. Это разнообразит вкус, это прекрасно. Рома там ее так под микроскопом рассматривал. Я просто смотрел, ну, что-то из нее удалял, у меня, видимо, там не попалось. Да, во второй у меня тоже этой, я называю это мотней, ну, короче, водорослей не было. Ну, по готовности, на мой вкус, просто идеально. Даже не то, что сыровато, а вот прямо так, как надо. Ни больше, ни меньше. Арома сашими при этом не особо у нас любит, да?
Ну, после того, как я всякого почитал в интернетах, я перестал любить, но по вкусу мне не перестало нравиться. Ну, окей, хорошо. Короче говоря, с мидиями тоже справились, тоже молодцы. Ну, из аквариума когда, тут мало вариантов провалиться. Хорошенько изваляв креветку васаби и соевым. Да. Когда ты сам выловил живую из аквариума, вопроса быть не может. Только они васаби пожадничали очень, потому что там внутри этого соевого там чуть-чуть совсем. Выдавите мне отдельно так полтюбика. Вы же помните прекрасно, как в основном к этому блюду просто подается новый тюбик васаби. Каждый раз, не распечатанный. Почему здесь как-то пожадничали на него, я не понимаю. Мне среди всего не хватило просто васаби. Остальное все классно и здорово. Роман, тоже пробуй, а я пока схожу за васаби. Вот, ребят, другое дело. Я сходил, и вот, да, новая пачка, пожалуйста. Почему так нельзя было изначально сделать, не знаю. Ну, а я сейчас оттопырюсь по полной программе. А теперь как положено. Вот это другое дело. Совсем другое дело. Соевый здесь и всегда хорошо подается. Я первый раз встречаю, что лаймовый сок вот в таком количестве просто тебе подали, типа черпай, пробуй. Или кунай, как хочешь. Все, мы исправили ситуацию, попросив просто тюбик васаби. Так что не стесняйтесь, это всегда должно быть, ну, может, просто забыли. К креветкам претензий никаких, Роман сейчас тоже скажет. И поедем далее. Нам тут наметали уже на стол. Да я даже не знаю, что сказать. Тут это отличная свежая креветка из аквариума. Она не может быть плохой. Ну, в принципе, да. Как ты еще по-другому опишешь вкус свежайшей, замечательной креветки, которая 5 минут назад еще плавала. Давайте сразу в долгий ящик не откладывать и попробовать ракушку спизулу. Это то, что по-японски называется хакигай. Ну, я, наверное, тоже с соевым. Если и брать ракухи, в 38 тысячный раз повторюсь, брать вот эту. Это вкусно. Она мясистая, она слегка сладенькая. Я бы, кстати, ее с гуидаком сравнил, потому что, ну, действительно, вот таким нежным вкусом, на мой взгляд, да практически вот только эта ракушка или еще какая-то обладает, наверное, и на этом все. О, мне чуть-чуть васаби попалось. Это кайф, это здорово. А здесь еще что важно сказать. Они ее подготовили. Все кишочки, как вы видите, удалены. Оставлено только мясо самой ракухи. И это классно, здорово, это удобно. Тебе не придется ковыряться. Ты вот так вот палочками раз-раз покунал это все дело соевый и вперед. Даже сашимные креветки, на мой взгляд, вот этому уступают. Она хрустяшкая, она сладенькая. Короче говоря, вот из аквариума, когда обязательно берите, просите тоже приготовить на пару. И вот так вот делайте. Сейчас это было настолько вкусно, что я такой, а можно мне еще 2 килограммчика? Серьезно. Пока Роман говорит свое мнение по поводу ракушки с пизулы, я съем вот ту самую бошку креветок, которые подают здесь после сашимных. Ну, потому что головы остаются, они их не выбрасывают, а вот так вот тебе выдают. Поэтому я вот ноги, все вот это убрал, а вот это все съедается. Ну, ребят, это фритюр, Роман,
Слушай, ну вот в таком виде на пару она мне понравилась намного больше, чем когда она сырая на сашими порезана. Потому что здесь она приобрела мощный морской вкус, а когда она порезана на сашими, у нее вкус более нейтральный и почти непонятно, что ты ешь. А здесь вот прямо такой морепродукт с мощным вкусом получился. Такое впечатление, что я первый раз чуть ли встречаю такое мнение, что когда ты ешь что-то сырое, обладает менее мощным вкусом, нежели приготовленное. Ну, может быть, не знаю, мне хокигай этот нравится, как и на сашими, когда его режут. Все прекрасно этот моллюск знают. Так и вот здесь. Если не любите сашими, попросите на пару, прекрасно, все вкусно, здорово сделано. Вы знаете, вот настолько зафритюренная, креветка сама по себе хорошая, вкусная вещь, достаточно, я думаю, полезная, как и любой морепродукт. А вот здесь ты ешь что-то вредное, потому что я съел кусок масла, ну серьезно, фритюрного. Я не уверен, что это полезно с точки зрения, когда ты ешь морепродукты во фритюре. Ну ладно, захотели погрызть, можно погрызть, благо это все равно подается вместе с основными креветками. Но у нас еще и дальше есть. Поехали. Быстренько закусим резцом, чтобы, знаете ли, сплошняком морепродукты не есть, потому что можно и белка переесть. Поэтому рис с морепродуктами. Все логично. И чуть-чуть соевого. Что у нас тут находится? Кальмарчики. Что-то не богато. Тут морковка, опять же, кальмары. Где креветки? Да, вот кусочек креветки. Ну да. Они есть. Я имею в виду морепродукты. Ну да. Морковки, правда, больше, чем морепродуктов, но ладно. И вот так. А они на чем его пожарили? На спреде, что ли? Если б не соевый, ну-ка да, я вот так. Да. Ром со спредом, прикинь. Я первый раз такое встречаю. Нет, так-то вкусненько, все, но у меня антипатия к этому аромату вкуса, я считаю, особенно в жареном рисе. А он, кстати, пожарен-то неплохо, и слегка хрусточка имеется. Все здорово, но, ребят, ну зачем? Роман, положи, тоже себе попробуй. На мой взгляд, это лишнее. Я не скажу, что они прям испортили, это все ужасно, но, на мой взгляд, вот, ну, хватит пихать маргарин. Ну, когда культура этого поедания маргарина во Вьетнаме уже закончится, я не знаю. Давай, помогу. Ну, что вы с собой делаете-то, ребят? Кальмар, кстати, на удивление, нормальный. Обычно, вы же понимаете, в жареный рис кидают там из заморозки, еще чего-то. Нет, он на зубах такой прям свеженький, хрустященький, вполне. Впрочем, это единственное, пожалуй, блюдо, где я могу допустить замороженные морепродукты во Вьетнаме. Это в жареном рисе. Ну, потому что они все равно маленькие кусочки, это, знаете ли, вполне себе и сойдет. Да и блюдо дешевое. Мне не нужно здесь одного кальмара, супер свежего, крутого, или там креветку, когда вот я, значит, буду есть жареный рис. Мне наоборот, подешевле, побольше, чтоб я сел, потому что если я один вот это бы съел, все, уползал бы. А в свою цену это вполне себе нормально. Я жареный рис очень люблю, и практически каждый день его ем, ну, 3 раза в неделю уж точно. Роман. Мне понравилось, я не знаю, есть там спред или нет, и я единственное, что почувствовал, это аромат яичного желтка, с которым рис был обвален перед обжаркой. А насчет спреда не знаю. Спред однозначно есть, он прям на выдохе чувствуется. А желток, не знаю, может быть и желток тоже, но спред никуда не делся, его просто не очень много. Это, знаете, как у Дружи есть фишка жидкий дым. Я его чувствую в микродозах. Вот у меня примерно такая же ерунда со спредом. Так что да. В целом, вкусно? Да, отлично. Нормально. Сойдет. Может быть, это мои, знаете ли, тонкости.
За нами, смотрите, сегодня как ухаживают, да? Ну, нужно отметить, персонал здесь тоже очень и очень достойно все делает. И рыбонька. Кстати, куски рыбы приличного размера, надо отметить. Ага, смотрите, она сначала сложила все морепродукты, а траву на потом. Минутка и готово. Давайте теперь и хот-pot тоже попробуем. Для начала бульончик. Ну, я знаю, что Рома скажет. Он назовет это сахарным сиропом. Это как обычно здесь, на самом-то деле. Но я должен отметить следующее, что если я практически никогда не говорю о том, что очень сладко, слишком сладко, для меня, ну, вполне себе нормально, то здесь эта сладость, она действительно превалирует именно по той простой причине, что морепродуктовый вот этот вот отвар, он не забивает эту сладость, она здесь главенствует. Потому что если ты берешь, например, тайский, либо грибной хот-pot, то там у тебя остроты много, и ты такой от этой сладости переключаешься на другой вкус. На грибы, на остроту. А здесь морепродуктиков не так много, и они своим вкусом обладают, поэтому да, здесь, конечно, на мой взгляд, небольшое упущение, бульон действительно очень сладкий. В конце концов, хот-pot бульон никогда не едят, выедают то, что изнутри. Они так едят. Рыбка Коби, как всегда, прекрасная. Вот бульончика, если поменьше, и лапши. Да, здорово. Кальмар. Но знаете, должен сказать, что и в хот-поте у них тоже очень неплохие морепродукты. Ну, действительно, Morning Glory. Если я буду подытоживать этот хот-pot, то я скажу следующее. Ну да, излишне сладкий бульон. Но опять же, вы не обязаны его съедать. Дело в том, что морепродукты не настолько дополнительный мощный вкус имеют, чтобы разбавить бульон. Я как любитель супов, я обожаю разные супы. Да какой угодно практически, если он вкусный, начиная от том-яма, заканчивая нашими борщами. Welcome, пожалуйста, все здорово. Морепродукты здесь свежие, хорошие. Зеленюшку мы отварили, морепродукты отварили тоже, они... Все здорово. Роман, есть ли у тебя что добавить? Я волшебную совершенно рыбу хобби пока съем. Ну, вот я тоже хотел отметить, что все морепродукты и рыба здесь шикарного качества, то есть они были изначально не заморожены, а свежие. Но то, что они опять положили килограмм сахара в бульон, я больше судить их за это не буду, пускай боженька их потом судит за это. В том котле, в котором они будут вариться, высыпят специальный мешок сахара. Действительно, хот-pot, да, сладкий, на любителя.
как Рома правильно сказал, ну, это, наверное, все-таки ближе к вьетнамцам, это их культура. Но по морепродуктам очень и очень замечательно, все свежее, все здорово. Свежайшие креветки, сашими изумительные. Другими словами. Окей, Другими заходит. словами, очень и очень хороший, прям советую ресторанчик, да. Далее. Я на первый взгляд думала, что это будет что-то острое, поскольку практически вся кухня все-таки отдает остринкой. Ну, кстати, на самом деле, даже сейчас после вкуса все-таки маленько Сладковато. сладковато и острит, грубо говоря. Да. А так, на первый взгляд, и в принципе, учитывая, что это первый раз, очень-очень вкусно. Я бы с удовольствием еще раз попробовала. И морепродукты тоже свежие. Чтобы вкус устоялся, так сказать, понял, что к чему, и попробовать потом. Мне кажется, что сладкий вкус в данном блюде дает как раз-таки изюминку всем морепродуктам, которые в нем содержатся. Поэтому мне все понравилось. Легко и просто. Почему и нет? Пробуем хот-pot первый раз. Мне очень сладко. Ну, если добавить очень много лайма с солью, то ничего, заходит. Но подождите, мы вот говорим про бульон. Ребята, это не основное. Бульон, да, конечно, но прежде всего они как едят? Они взяли много лапши, чуть-чуть водички добавили, да? Да. И ты выедаешь оттуда то, что тебе подали. Морепродукты, траву вот эту. Ведь это и есть хот-pot, как его нужно есть. А мы обсуждаем, получается, только бульон. Ну, сладковат, да, согласен. По морепродуктам, по вот этим, да, по траве, там, вот. Morning Glory хрустит? Хрустит. По морепродуктам. Изумительные, классные, свежие, обалденные. По траве. Я бы, наверное, еще бы добавила травы и еще бы ее поела. А так, в целом, ресторан можно прям рекомендовать. Все вкусно. Если он 350, то что-то мало морепродуктов. Ну, тут есть что пообсуждать, потому что за 350, ну да, потому что здесь есть такие дешевые хот-поты, они стоят 250-280. Ну, Ром, обычно они значительно беднее. Вот этот я бы оценил, ну да, наверное, в 350. Ну, серьезно. Здесь 4 креветки, или сколько их там было, плюс кальмары, плюс рыба кобия, которая очень дорогая, а ее тоже несколько кусочков было. Плюс ракушки еще. Не знаю, Ром, я тут с тобой не совсем солидарен. Ценообразование имеется в виду. А вы знаете, по итогу есть что сказать. Они молодцы, они красавчики, они сохранились. Это чуть ли не редкое явление здесь во Вьетнаме, когда ресторан просуществовал, 5 лет назад мы его обозревали, а я не знаю, сколько до этого он уже здесь был, поэтому они молодцы. Да, они закрывались, они открывались, они реновацию произвели. Самое главное, у них по-прежнему вкусно, у них по-прежнему все хорошо. Аквариумы есть, подают нормально, обслуживание, нужно отметить, за нами следили, даже при наличии вот этой вот огромной толпы. Достаточно поднять руку, и к тебе уже подбегают. Это нужно отдельно отметить. Это не везде здесь так происходит. Поэтому да, на уровне, все у них здорово и хорошо. Ну а по поводу вкусов, ребят, те же самые хот-поты, которые мы попробовали, он очень сладкий, но здесь есть и тайский, здесь есть грибной, здесь есть еще, даже переводить не буду, здесь появится, как он называется. Короче говоря, да, есть из чего выбрать. Самое главное, свежие, вкусные морепродукты. А именно за этим вы и приезжаете. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Если я, подытоживая этот хот-pot, хочу сказать следующее. Если я, подытоживая этот хот-pot, хочу сказать следующее. Нормально, да? А это что? Давай попробуем. Лимонный сок. Ну да, действительно лимонный сок. Отдирается этот самый панцирь, вот так сняла. Здесь у меня не очень удачно, на кадре было нормально. Ноги вот так вот снизу. Вот так вот ноги сняла. И вот у тебя остается вот эта штучка. Вот.
Да. Фритюрный хренобобель.